5 часов автономности на 100% громкости более чем достаточно. Быстрая зарядка наушников, внешний вид топ, активный шумодав и режим прозрачности на борту, адекватная программа, в которой есть возможность отключить сенсоры приближения и активировать функцию автоответа, плюс функцию усиления громкости, что немаловажно. Уши неплохие, но идеального, как всегда, ничего не бывает. И да, все помнят, что Deezer — это под бренд Realme, и данные уши — внешняя копия Realme Buds Air 2, пусть и другого цвета. Будут ли различия по ходу обзора, вы услышите. Спойлер, там в основном только черный цвет. Сейчас все расскажу. 941 на YouTube, всем привет, меня зовут Саня, вы на канале Польза.нет, у меня только быстрые обзоры, конкурсов много, условия в описании. Сейчас в розыгрыше 2 телефона, 2 кулера и 5 Mi Band 6 серии, которые разыгрываются за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, а теперь основная информация о беспроводных наушниках Deezer GoPods. Да, внешне еще раз, это Realme Buds Air 2 с легкими изменениями, так как фактически они дешевле, значительно дешевле. Полетели. Коробка дошла до меня без каких-либо повреждений. Изготовлена из плотного картона, оформление минималистичное, все стандартно, все характеристики на английском, на лицевой части изображены наушники черного цвета, хотя внутри светлые. В комплект входит зарядный кейс, в котором находятся наушники, кабель для зарядки USB Type-C, пара сменных амбушюр разного размера и руководство пользователя, в котором есть русский язык. Хотел бы сказать, что клеем тут и не пахло, но все, к сожалению, не так. Плюс еще и упаковка, как вы видите, вообще не фонтан. Летим дальше. В продаже имеется 2 цвета наушников, молочный и серый. Зарядный кейс изготовлен полностью из глянцевого пластика, не самого дешевого, тактильно очень приятного. Но этот волшебный глянец, как вы понимаете, очень скользкий и царапается прямо об воздух. Притом чехла в комплекте нет. Внешне что бокс, что уши идентичны Realme Buds Air 2, особенно в черном цвете. Если бы не логотип компании с лицевой части кейса, можно было бы в легкую перепутать. Вес и размер бокса вы видите на экране, бокс в кармане носить удобно, форма бокса напоминает округленный в углах квадрат, на корпусе расположен разъем для зарядки USB Type-C, световой индикатор заряда батареи, кнопка для первичного сопряжения. И если о ней не знать, можно ее вовсе не заметить, и изображение логотипа Deezer. Люфт у крышки присутствует в любом положении, хоть и незначительный. Открыть кейс одной рукой просто. Внутри на фоне внешней молочной части нас ожидает черный матовый пластик в сочетании с глянцевым, в местах, предназначенных под наушники вертикального расположения, в каждом из которых располагается на дне ножки по 2 контакта для зарядки. Наушники в боксе не гуляют одной рукой, доставать наушники приноровиться сложно, но можно. При тряске вылетают, но не как по маслу, все же немного усилий приложить пришлось. Если кейс просто перевернуть, уши останутся на своих местах. Хлопок при закрытии крышки ядерный, емкость аккумулятора 400 мАч, к слову, так же, как у Realme Buds Air 2. На 3 перезарядки наушников кейса хватает, до 100% с нуля бокс заряжается за 2 часа. Быстрая зарядка на борту за 10 минут нагоняет 20%, и вам этого хватит на 2 часа прослушивания на 50% громкости без включенного активного шумоподавления. Беспроводной зарядки бокса нет, саморазряд совсем незначительный, переходим к наушникам. Глянцевая ножка, матовая чашка. Мне в целом дизайн понравился еще у Realme Buds Air 2, как вы помните. Кстати, обзор на них вы можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу. Так я и не подобрал под них суперкомфортных амбушюр, правда, до сих пор. Габариты вы видите на экране, а вес одного наушника с амбушюрой размера М составляет ровно 4 грамма. Посадка в ухе комфортной будет, если подойдут по вашей анатомии уха. Скорее всего, подойдут. При длительной носке уши не устают, особенно за счет веса, и при занятии спортом из ушей не выпадают, а вот из рук пытаются сбежать только так. Звуковод приемлемых размеров, видите его на экране, на корпусе имеется сенсорная панель управления тапами, микрофоны и контакты для зарядки. Из тапов доступно воспроизведение паузы, переключение треков, вызов голосового помощника, переключение режимов шумоподавления, прозрачности, включение-выключение игрового режима и выключение наушников. Оснащены Deezer GoPods с 10-миллиметровыми Hi-Fi Bass Boost драйверами. Активный шумодав не фонтан, я бы даже сказал, слегка бесполезный, но вкупе с пассивным шумоподавлением, если вы правильно подберете амбушюры, в принципе рабочий. А вот режим прозрачности довольно раздражительный. И по мне им особо пользоваться не стоит, так как он реально добавляет шума. Заряд наушников в шторке виден, по одному работают, переподключаются бесшовно. Уши автоматически подключаются после извлечения из бокса, мультипоинта здесь, к сожалению, нет. Сенсоры приближения рабочие, но срабатывают, к сожалению, опять же с задержкой. Но смотрим на стоимость во время распродажи и понимаем, что это неплохо, что они здесь вообще есть. Анимация на Apple устройствах отсутствует, на OnePlus и Huawei также ее нет. Вполне возможно, анимация есть на устройствах Realme. Проверять не буду, потому что все-таки не только под Realme наушники продаются. Автономность 5 часов 10 минут без активированного активного шумодава на 100% громкости. Но заметил одну закономерность, что правый наушник разряжается быстрее, чем левый. Кстати, у многих наушников в последнее время так, вы заметили? Для полной зарядки нужен час наушников в боксе. Защита от пыли и брызг IPX5, дождей осенних питерских можно смело не бояться. Я их искупал, конечно, с ними все отлично, но не стоит так делать
делать, как и я, потому что IPX5 это максимум про дождик. Далее. Программа, разумеется, для подключения с полной настройкой и обновлением прошивки. Необходимо скачать программу Realme Link, доступна на системах Android и iOS. Первое, что бросается в глаза на главном экране, это заряды каждого наушника и бокса. По функционалу это манипуляции осуществляются тапами, изменения громкости, к сожалению, нет. Также имеется 3 пресета эквалайзера и функция увеличения громкости. Безумно удобно, что можно отключать сенсор приближения. Есть очень интересная функция автоответа. Когда вам звонят, вы можете достать наушники из бокса, и это станет автоматическим ответом на звонок без каких-либо других манипуляций. Попробовал, понравилось. Bluetooth версии 5.2. Подключить их к смартфону легче простого, так как есть кнопка для сопряжения. Из кодеков завезли AAC и SBC. Через 2 стены не отваливались, и фризов я не заметил. Задержки на YouTube при включенном игровом режиме незаметны. В играх также с включенным игровым режимом задержки минимальны. Примеры вы сейчас увидите на экране. Микрофоны не самые плохие, окружающие шумы в виде проезжающих мимо машин глушат, но не особо полностью. Тем не менее, вас будет слышно. Примеры вы сейчас услышите. Пример работы микрофонов в беспроводных наушниках Deezer GoPods рядом с дорогой. К сожалению, ветер минимален, к сожалению, машин не особо много, но Deezer это как Realme, только дешевле. Это так же, как Redmi для Xiaomi. То есть они решили делать даже аксессуары подешевле. Подешевле может быть из-за цвета, подешевле может быть из-за материалов, но материалы здесь не хуже, чем у realme-вских ушей. В общем, решили они сделать еще одно подразделение, чтобы потом к огромному бренду BBK приплюсовывать не только OnePlus, Realme, IQOO, Oppo и Vivo. А теперь еще и Deezer будем плюсовать. Я не удивлюсь, если там серьезные смартфоны появятся. Кстати, кнопочный Deezer смартфон за 2000 рублей я себе купил. Не факт, что буду делать на него обзор, но мне самому интересно, что они смогли запихать и как он будет работать, и будет ли. Вот так примерно вас будут слушать собеседники. Надеюсь, что микро нормальное. Хотя за их стоимость хорошо, если они вообще работают. Звучание не оторви и выкини для своего ценового сегмента очень даже неплохо. Сцена широкая, басы объемные, завал по частотам в принципе минимальный, если не превышать 70% громкости, иначе появляется легкая каша. На сотке каша приличная. Разделение планов есть, но все, конечно, зависит от композиции. Запас громкости огромный, звучание в целом темное, но я знаю, что многим нравится именно такое. По басам нет никаких претензий, с высокими, как у всех затычек, легкие проблемы. И в целом по звучанию, вот вам спойлер, чтобы вы не думали, что я фанат какого-то бренда, хотя Realme мне нравится. За эти же деньги Anker Live P2 Mini играют лучше, стоят 2200, но если вы решите купить топовое звучание за адекватные деньги, я сейчас, если честно, советую Comfobuds Pro от OneMo Xiaomi. Здесь они сделали прям очень хорошо. И из дешевой есть еще HT03 от QCY, тоже с активным шумоподавлением, тоже в районе 2000 рублей, но вопрос дня, насколько они будут лучше, их я еще не слушал. Однозначно Anker P2 и P2 Mini вместе с P3 будут лучше. Смотрите по ссылке в правом верхнем углу эти ролики, возможно, они вам больше подойдут. Хотя, опять же, по размеру они не особо лучше. Из минусов: здесь нет мультипоинта, нет беспроводной зарядки. Шумоподавление и режим прозрачности в этом исполнении вряд ли будет в вашем использовании постоянно. Сейчас они стоят на сейле в районе $39, ссылка в описании к видео. Да, за эти деньги проще купить Comfobuds Pro. Если промокоды смотрим в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии, наушников сейчас продается просто море, и все примерно в те же деньги, и еще дешевле. Кстати, за последнюю неделю, мне кажется, пары 3 было топовых и ничуть не хуже, чем эти. Вдруг на момент вашего просмотра все еще будут скидки, все еще будет сейл или какой-то другой сейл, я обязательно туда скину промокоды и приятные цены. Резюмирую, ценник дешевле, чем на Realme Buds Air 2, функционал практически такой же, как и внешний вид. Покупать их смело можно на замену Buds Air 2, если вам не принципиально важно, какой именно логотип будет на вашем кейсе нарисован. Ну и, конечно, если понравится цвет, тут как раз более приятные и нежные тона. Не забываем подписываться с колоколом, не забываем подписываться на телеграм-канал с промокодами и скидками. Сейчас идет сейл, промики все еще появляются.
собираются. Добавляемся в телеграм-канал взаимопомощи. Также по ссылке в прикрепленном комментарии обязательно участвуем в конкурсах. 30-31 проведу розыгрыш. Следующий обзор будет на Realme Nazer 30. И дальше у меня уже пойдут телефоны такие как Master Edition, Master Explorer Edition, Huawei P50 Pro и Mi Mix 4. И не такой он ужасный. Девайсу однозначная да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.